Сегодняшнее обращение Юлии Навальной на канале Алексея очень важное. Юлия, которая все эти годы была рядом с Алексеем, объявила, что будет продолжать его дело. Я не знаком с Юлией лично, но из того, что я о ней знаю, она очень сильный и адекватный человек. Человек с убеждениями и принципами. Она раньше никогда не вовлекалась в политику, но всегда была вместе с Алексеем во всем, что он делал. Была в курсе всего и влияла на то, что происходило. Ее сегодняшнее появление означает, что в российской политике по-прежнему есть лидер оппозиции. Что движение, которое было вокруг Навального, и то, что он олицетворял собой, никуда не денется. Это очень важно и очень круто. У российской оппозиции сегодня появился новый лидер – это Юлия Навальная. Ее обращение появилось на канале Алексея, как я уже сказал. Я думаю, что она продолжит говорить именно там, поэтому, пожалуйста, сходите и подпишитесь на этот канал сейчас. Подписчиков там в 3 раза больше, чем у меня, но большинство из них подписались давно. Если вы интересуетесь политикой не так давно, может, вас там и нет. Так что подпишитесь обязательно. Означает ли появление нового лидера оппозиции, что Путин завтра убежит в страхе из Кремля? Нет, не означает. Но это означает, что организованное сопротивление продолжится. Что те многочисленные ресурсы, которые у российской оппозиции все же имеются, смогут продолжать действовать и, может быть, скоординированно. Люди будут понимать, что в центре конструкции кто-то есть. И миллионы россиян, которые хотят видеть альтернативу Владимиру Путину, будут видеть ее и дальше. Юлия Навальная в безопасности. Она доступна. Она может встречаться с европейскими и американскими политиками, выступать в медиа. Даже по текущим российским законам она может избираться. На нее нет компромата, и его нельзя придумать. Если Путин завтра куда-то денется, ничего не мешает ей приехать и сразу же поучаствовать в президентских выборах, которые она вполне вероятно выиграет. В последние несколько дней казалось, что зло победило, что никакого поворота сюжета уже не будет, что возвращение в какое-то работоспособное состояние у адекватных сил займет годы. Но сегодня картина выглядит уже не так. Навальный и в этот последний раз не проиграл. Он потерял жизнь, но дело, которое он делал, никуда не денется и будет жить дальше. Сейчас это не пустые подбадривающие слова, а настоящая реальность. Рассуждать о политическом опыте Юлии бессмысленно и глупо. У нее четверть века непрерывного стажа супруги Алексея Навального. Половина этого срока прошла под таким свирепым и тотальным прессингом государства, который выдержать могут только люди с железной волей и с безупречными принципами. Сегодня политический лидер в России – это не тот, у кого с собой программа реформ, идеологическая окраска, позиция по миграции и пенсионному страхованию. Лидер оппозиции сегодня – это лидер моральный. Таким был Алексей Навальный. Не обязательно было разделять весь набор его взглядов, но нельзя было не восхищаться его мужеством, бесстрашием и непоколебимостью. Да, Алексея можно было переспорить на дебатах, но место лидера оппозиции оставалось за ним, за тем, кто проходил нечеловеческие испытания с нечеловеческой стойкостью. Юлия Навальная день за днем переживала происходящее вместе с мужем. Она единственный легитимный наследник его авторитета. Обыски, слежка, травля, самый отвратительный компромат, ежедневный страх за близкого человека, сидящего в пыточных условиях в руках у убийц. Все это выпало на ее долю не потому, что она стремилась к политическому лидерству, а потому, что была женой Алексея Навального. Юлия явно не по своей воле, но продолжает мрачную традицию нашей несчастной страны, где быть женой оппонента власти – это не семейный статус, это тяжелая и опасная работа, где жене всегда нужно быть готовой занять место мужа. Нам нужен именно такой человек. Талантливых спикеров, отличных журналистов и экспертов нам хватает. Нам не хватает безупречного, объединяющего лидера, способного говорить от первого лица, быстро реагировать и задавать рамку для всех остальных. Юлия Навальная – единственная фигура, подходящая на эту роль. Она не завязана на мелких склоках и старых обидах, не вовлечена в интриги, не несет на себе печать скандалов. Вдова Алексея Навального может объединить оппозицию, координировать совместные действия. Атаковать Юлию, копать под нее, ругаться с ней, как-то дискредитировать – это путь в политическое забвение. Нельзя, кем бы ты ни был, на такого человека поднимать руку. Со смертью Алексея мог прийти вакуум. Не столько отсутствие лидера, сколько его авторитета. Именно этого пытались добиться власти, убив Навального. Но этого не случилось. И это хорошая для нас новость. Навальный убит, но авторитет его нет.
Я желаю успехов Юлии и надеюсь, что у нее все получится. Очень рад, что она решилась на этот шаг. До завтра.